Чувство вины – это избыточный потенциал в чистом виде. Дело в том, что в природе не существует таких понятий, как хорошо или плохо. Как хорошие, так и плохие поступки для равновесных сил эквивалентны. Равновесие восстанавливается в любом случае, если возникает избыточный потенциал. Вы поступили плохо, осознали это, испытали чувство вины, меня надо наказать, создали потенциал. Вы поступили хорошо, осознали это, испытали чувство гордости за себя, меня надо наградить, тоже создали потенциал. Равновесные силы не имеют понятия, за что надо наказывать или награждать. Они лишь устраняют созданные неоднородности в энергетическом поле. Расплатой за чувство вины всегда будет наказание в той или иной форме. Если же его нет, тогда наказание может не последовать. К сожалению, чувство гордости за хороший поступок также повлечет за собой наказание, а не награду. Ведь равновесным силам необходимо устранить избыточный потенциал гордости, а награда его только усилит. Индуцированное чувство вины, то есть привнесенное извне правильными людьми, создает потенциал в квадрате, поскольку человека и так мучает совесть, а тут еще обрушивается гнев праведников. И, наконец, необоснованное чувство вины, связанное с врожденной склонностью быть за все в ответе, создает наивысший избыточный потенциал. В этом случае вовсе не стоит испытывать угрызений, совести ведь причина просто надумана. Комплекс вины может здорово испортить жизнь, потому что человек постоянно подвергается действию равновесных сил, то есть всевозможным наказаниям за воображаемые провинности. Вот почему существует такая поговорка «наглость – второе счастье». Как правило, равновесные силы не трогают людей, которых не мучают угрызения совести, а ведь так хочется, чтобы Бог наказал негодяев. Казалось бы, справедливость должна восторжествовать, а зло должно быть наказано. Однако природе неведомо чувство справедливости, как это ни прискорбно. Наоборот, на порядочных людей с врожденным чувством вины постоянно обрушиваются все новые беды, а бессовестным и циничным злодеям часто сопутствует не только безнаказанность, но и успех. Чувство вины обязательно порождает сценарий наказания, причем без ведома вашего сознания. В соответствии с этим сценарием подсознание приведет вас к расплате. В лучшем случае вы порежетесь, или получите легкие ушибы, или появятся какие-то проблемы. В худшем может быть несчастный случай с тяжелыми последствиями. Вот что делает чувство вины. Оно несет в себе только разрушение, в нем нет ничего полезного и созидательного. Не надо мучить себя угрызениями совести, это делу не поможет. Лучше поступать так, чтобы потом не испытывать чувство вины. А коли уж получилось, бессмысленно мучиться понапрасну, никому от этого лучше не станет. Библейские заповеди – это не мораль в том понимании, что надо себя хорошо вести, а рекомендации о том, как поступать, чтобы не нарушать равновесие. Это мы, с нашими рудиментами детской психологии, воспринимаем заповеди так, как будто мама велела не шалить, а то поставит в угол. Напротив, наказывать нашкодивших людей никто и не собирается. Нарушая равновесие, люди сами создают себе проблемы. И заповеди лишь предупреждают об этом. Как уже говорилось ранее, чувство вины служит ниткой, за которую человека могут дергать маятники, а в особенности манипуляторы. Манипуляторы – это люди, которые действуют по формуле «ты должен делать то, что я говорю, потому что ты виновен, или я лучше тебя, потому что ты не прав». Они пытаются навязать своему подопечному чувство вины, чтобы получить над ним власть или для самоутверждения. Внешне эти люди выглядят правильными. Для них давно установлено, что есть хорошо, а что плохо. Они всегда говорят правильные слова, поэтому всегда правы. Все их поступки тоже безупречно правильные. Однако надо сказать, что не все правильные люди склонны к манипулированию. Откуда же у манипуляторов потребность поучать и управлять? Она обусловлена тем, что в душе их постоянно терзают сомнения и неуверенность. Эту внутреннюю борьбу они искусно скрывают как от окружающих, так и от самих себя. Отсутствие внутреннего стержня, который есть у действительно правильных людей, толкает манипуляторов к самоутверждению за счет других. Потребность поучать и управлять возникает из желания укрепить свои позиции, принижая подопечного.
создаются отношения зависимости. Было бы здорово, если бы равновесные силы воздали манипуляторам за это по заслугам. Однако избыточный потенциал возникает только там, где есть напряженность, но нет движения энергии. В данном же случае подопечный манипулятора отдает ему свою энергию, поэтому потенциала нет, и манипулятор действует безнаказанно. Как только кто-то выразил готовность принять на себя чувство вины, манипуляторы тут же приклеиваются и начинают сосать энергию. Для того, чтобы не попасть под их влияние, нужно всего лишь отказаться от чувства вины. Вы не обязаны ни перед кем оправдываться и никому ничего не должны. Если действительно вина есть, можно понести наказание, но только не оставаться виноватым. А своим близким вы что-нибудь должны? Тоже нет. Ведь вы заботитесь о них по убеждению, а не по принуждению. Это совсем другое дело. Откажитесь от склонности оправдываться, если таковая имеется. Тогда манипуляторы поймут, что вас не за что зацепить, и оставят в покое. Кстати, изначальной причиной комплекса неполноценности является чувство вины. Если вы хоть в чем-то испытываете неполноценность, значит эта неполноценность определяется в сравнении с другими. Возбуждается следственный процесс, где вы сами выступаете в качестве судьи над самим собой. Но это только кажется, что судья вы сами. На самом деле происходит нечто другое. Изначально вы предрасположены взять на себя вину неважно за что. Просто в принципе согласны быть виновным. А раз так, соглашаетесь, что можете быть подсудимым и понести наказание. Сравнивая себя с другими, вы позволяете им взять право иметь над вами превосходство. Заметьте, вы сами отдали им это право, позволили другим полагать, что они лучше вас. Они, скорее всего, так и не думают, но вы сами так решили и выступаете в качестве судьи над собой от имени других. Получается, это они судят вас, потому что вы сами отдали себя под суд. Заберите обратно свое право быть собой и встаньте со скамьи подсудимых. Никто не посмеет вас судить, если сами не считаете себя виновным. Только вы добровольно можете дать другим привилегию быть вашими судьями. Может показаться, что я тут занимаюсь пустой демагогией. Ведь если имеются реальные недостатки, всегда найдутся люди, которые это подметят. Верно, действительно найдутся. Но только в том случае, если они почувствуют, что вы предрасположены взять на себя вину за свои недостатки. Если вы хоть на секунду осознаете себя виноватым в том, что хуже других, они это обязательно почувствуют. И наоборот, если вы свободны от чувства вины, никому в голову не придет самоутверждаться за ваш счет. Здесь проявляется очень тонкое влияние избыточного потенциала на окружающую энергетическую среду. С точки зрения здравого смысла в это трудно поверить на 100%. Однако на словах я ничего доказать не смогу. Не верите – проверяйте. Есть еще два интересных аспекта чувства вины – власть и смелость. Люди, имеющие это чувство, всегда подчиняются воле других людей, его не имеющих. Если я потенциально готов признать, что могу хоть в чем-то быть виновен, я подсознательно готов понести наказание, а значит, готов к подчинению. А если у меня нет чувства вины, но есть потребность самоутверждения за счет других, я готов стать манипулятором. Я вовсе не хочу сказать, что люди подразделяются на манипуляторов и марионеток. Просто обратите внимание на закономерность. У господ и правителей чувство вины развито в наименьшей степени или его вообще нет. Чувство вины чуждо циникам и прочим обделенным совестью людям. Шагать по головам или по трупам – это их метод. Неудивительно, что к власти очень часто приходят нечистоплотные личности. Это опять же не означает, что власть – это плохо и все люди, стоящие у власти, плохие. Может, ваше счастье тоже состоит в том, чтобы стать фаворитом маятника. Каждый для себя решает сам, как взвешивать свою совесть, в этом никто не имеет права вам указывать. А вот от чувства вины в любом случае надо отказаться. Другой аспект – смелость, есть признак отсутствия чувства вины. Природа страха лежит в подсознании, и его причиной служит не только пугающая неизвестность, но и боязнь наказания. Если я виновен, я потенциально согласен понести наказание, и поэтому я боюсь. В самом деле отважные люди
не только не мучаются угрызениями совести, но и не страдают ни малейшим чувством вины. Им нечего бояться, поскольку их внутренний судья утверждает, что их дело правое. Пугливой жертве, напротив, свойственна совсем другая позиция: «Я не уверен, что поступаю правильно, меня могут обвинить, любой может меня наказать». Чувство вины, даже самое слабое и глубоко запрятанное, открывает подсознательные ворота для наказания. Если я испытываю чувство вины, значит потенциально соглашаюсь, что грабитель или бандит имеет право на меня напасть, а поэтому я боюсь. Люди придумали один интересный способ для рассеивания избыточного потенциала вины: просьба о прощении. Это действительно работает. Если человек носит в себе чувство вины, он стремится удержать негативную энергию и нагнетает избыточный потенциал. Попросив прощения, человек отпускает его и позволяет энергии рассосаться. Просьба о прощении, признание своих ошибок, замаливание грехов, исповедь — все это методы избавления от потенциала вины. Выписывая себе индульгенцию тем или иным способом, человек отпускает созданное им же самим обвинение, и ему становится легче. Необходимо только следить за тем, чтобы покаяние не перешло в зависимость от манипуляторов. Они только этого и ждут. Попросив прощения, вы признаете свою ошибку, чтобы сбросить потенциал. Манипуляторы будут стремиться напоминать вам об этой ошибке, неоднократно провоцируя вас поддерживать в себе чувство вины. Не поддавайтесь на их провокации, вы вправе просить прощения за ошибку только единственный и последний раз. Отказ от чувства вины – самое действенное средство для выживания в агрессивной среде, в тюрьме, в банде, в армии, на улице. Недаром в преступном мире действует негласное правило: «Не верь, не бойся, не проси». Это правило призывает не создавать избыточных потенциалов. В основе потенциалов, которые могут сослужить вам плохую службу, в агрессивной среде лежит чувство вины. Можно охранять свою безопасность, демонстрируя свою силу. В мире, где выживает сильнейший, это срабатывает. Но это слишком экстенсивный способ. Гораздо эффективнее действует исключение потенциальной возможности наказания из подсознания. В качестве иллюстрации можно привести такой пример. В бывшем Советском Союзе политических заключенных намеренно сажали к уголовникам, чтобы сломить их волю. Но получалось так, что многие из политических заключенных, будучи личностями незаурядными, не только не становились жертвами издевательств, но и завоевывали авторитет среди уголовников. Дело в том, что личная независимость и достоинство ценятся выше, чем сила. Физическая сила есть у многих, а вот сила личности – редкое явление. Ключ к собственному достоинству в отсутствии чувства вины. Подлинная личная сила заключается не в способности взять кого-то за горло, а в том, насколько личность может себе позволить быть свободной от чувства вины. Известный русский писатель Антон Павлович Чехов говорил: «Я по капле выдавливаю из себя раба». Этой фразой подчеркнуто стремление избавиться от чувства вины. Избавляться значит бороться. Однако в трансерфинге нет места борьбе и насилию над собой. Предпочтительней другое – отказываться, то есть выбирать. Не надо выдавливать из себя чувство вины. Достаточно просто позволить жить в соответствии с собственным кредо. Вас никто не имеет права судить. Вы имеете право быть собой. Если позволите себе быть собой, необходимость оправдываться отпадет, а страх перед наказанием развеется. Вот тогда произойдет поистине удивительная вещь. Вас никто не посмеет обидеть. Причем где бы ни находились, в тюрьме, в армии, в банде, на работе, на улице, в баре, где угодно. Вы никогда не попадете в ситуацию, где кто-то будет угрожать насилием. Другие будут время от времени подвергаться насилию в той или иной форме, а вы нет, потому что изгнали из своего подсознания чувство вины, а значит, на данных линиях жизни сценарий наказания просто не существует. Вот так.